Каждое небесное тело Солнечной системы по-своему уникально. Некоторые из них застыли в вечности, подобно пустынному Марсу или скованному льдами Плутону. Другие же окутаны густой атмосферой, подобно Венере или Титану. Однако рядом с нами есть и совсем другой мир. Его недра содрогаются от разрушительных внутренних катаклизмов, а сотни бурлящих вулканов непредсказуемо атакуют космос гигантскими выбросами. Огромная планета закрывает большую часть его неба, то и дело затмевая тусклое солнце. А обширные долины раскрашены в миллионы желто-красных оттенков. Таков Ио, спутник Юпитера, опасный и яростный, но в то же время прекрасный и удивительный. Первый космический. Исследование Юпитера и его спутников ежегодно приносит множество научных открытий, позволяя космосу все сильнее проникать в нашу повседневную жизнь. Мир вокруг стремительно меняется, и порой бывает непросто понять, в каком направлении стоит развиваться, чтобы стать востребованным специалистом. Если вы хотите выбрать направление, которое поможет вам стать частью этого динамичного мира, то отличным решением станет бесплатный профориентационный тест от Яндекс.Практикума. Он не займет много времени и позволит определить ваши сильные стороны, предпочтения и склонности. Подробный анализ полученных ответов поможет выявить актуальные и перспективные профессии, наиболее подходящие именно вам. Кроме того, вы сможете попробовать себя в выбранной специальности, пройдя вводную часть курса. В программах обучения от Яндекс.Практикума акцент делается на практическое применение знаний, что позволяет студентам немедленно внедрять полученные навыки в реальные проекты. Это создает атмосферу, максимально приближенную к условиям настоящей работы в индустрии. Пройти тест вместе с Яндекс.Практикумом и узнать свою новую профессию можно, перейдя по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. А мы тем временем отправимся к непредсказуемому и яростному спутнику Юпитера. Более 4 веков назад, в далеком 1610 году, Галилео Галилей совершил одно из величайших астрономических открытий своего времени. В свой небольшой по современным меркам телескоп он разглядел 4 объекта, расположенных близко к Юпитеру. Один из них был назван Ганимедом и в настоящее время считается крупнейшим спутником во всей Солнечной системе. 2 других, Европа и Каллиста, по итогам современных исследований оказались перспективными кандидатами на поиск внеземной жизни. 4-й же спутник, расположенный ближе всех к газовому гиганту, получил название Ио. Долгое время технические ограничения не позволяли разглядеть детали поверхности данного небесного тела, а его состав и внутреннее строение оставались уделом догадок. Однако благодаря развитию науки астрономы со временем получали все больше информации. В настоящее время известно, что Ио является одним из крупнейших спутников во всей Солнечной системе, уступая в размерах только Ганимеду, Титану и Каллисто. Его радиус составляет 1821 километр, а масса достигает примерно 8,9 на 10 в 22 степени килограммов. Если же сравнить это небесное тело с Луной, то окажется, что размеры данных объектов практически идентичны друг другу. Однако, если сопоставить их массы, то можно заметить, что Ио массивнее главного спутника нашей планеты на целый 21%. Это говорит о том, что средняя плотность данного космического объекта выше, чем у любого другого спутника в Солнечной системе. Согласно расчетам, она составляет порядка 3,5 граммов на сантиметр кубический, что заметно больше, чем у большинства неметаллических горных пород.
И чтобы разобраться в причинах аномальной плотности Ио, нам необходимо заглянуть глубоко в его недра. Согласно современным представлениям о строении небесных тел, в центре Ио расположено относительно компактное ядро из железа и серы. В нем сосредоточено порядка 20% всей массы спутника, а радиус по разным оценкам лежит в пределах от 350 до 900 километров. Расчеты показывают, что при таких параметрах внутреннего тепловыделения будет недостаточно, чтобы расплавить большую часть ядра. Это также подтверждается практически полным отсутствием у данного небесного тела собственного магнитного поля. Математическое моделирование показывает, что ядро спутника окружено твердой мантией, как минимум на 75%, состоящей из магний содержащего минерала форстерита. Согласно расчетам, внешняя ее часть расплавлена и образует океан магмы глубиной порядка 50 километров. Его температура составляет около 1600 кельвинов, что превышает 1300 градусов Цельсия. Более же глубокие слои находятся под высоким давлением, из-за чего сохраняют твердое состояние даже при значительных температурах. В свою очередь, мантия покрыта литосферой, толщина которой лежит в пределах от 12 до 40 километров. Несмотря на существенную толщину, она не является монолитной. В некоторых областях поверхность небесного тела трескается, образуя крупные разломы, наполненные лавой. При этом спектральный анализ показывает, что в отличие от большинства спутников, на Ио практически отсутствует вода, лед и замерзшие газы. В основном внешняя поверхность небесного тела состоит из базальта и серы, но также имеет вкрапления и других плотных минералов. И именно этим фактом объясняется его аномально высокая плотность. К началу 21 века поверхность Ио была исследована по меньшей мере 5 автоматическими орбитальными станциями. Однако наибольшее количество ключевых сведений было получено в 70-е годы прошлого столетия в ходе программ «Пионер» и «Вояджер». На снимках, переданных зондами на Землю, ученые обнаружили гигантские газовые выбросы, некоторые из которых достигали высоты в 500 километров. Данное наблюдение открыло для ученых новую страницу в изучении Солнечной системы. Ведь ранее действующие вулканы были известны лишь на Земле. Впервые астрономы увидели за пределами родной планеты недавно застывшие потоки лавы или потухшие миллиарды лет назад вулканы, а активные извержения по некоторым параметрам даже более впечатляющие, чем на Земле. В общем, на поверхности спутника было обнаружено порядка 400 действующих вулканов. То есть примерно в 2,5 раза меньше, чем на нашей планете. Однако его площадь существенно уступает земной, что позволяет считать Ио самым активным в вулканическом плане объектом Солнечной системы. Неудивительно, что столь необычное небесное тело привлекло пристальное внимание астрономов. В ходе исследовательских миссий было накоплено огромное количество фотографий разного разрешения, благодаря чему в 2012 году удалось составить полную геологическую карту Ио. Ее качество позволяет разглядеть самые крупные формы рельефа небесного тела, такие как равнины, горные хребты, лавовые потоки и, конечно же, многочисленные вулканы. И одной из наиболее примечательных особенностей, безусловно, является огромное оранжево-бурое кольцо, расположенное в юго-восточной части спутника. Эта обширная область простирается более чем на 1000 километров и сопоставима по площади с крупной африканской страной.
Предполагается, что она образована осаждениями сернистых выбросов древнего вулкана Пеле, расположенного в центре кольца. Анализ фотографий, сделанных как в инфракрасном, так и в видимом диапазоне, показывает, что в центре кольца находится патера данного вулкана, которая представляет собой многоуровневый провал размером 30 на 20 километров, заполненный лавой. При этом температура поверхности расплавленной породы распределена неравномерно и постоянно меняется, достигая в самых горячих точках 1300 градусов Цельсия. Предполагается, что патера связана подземным каналом с раскаленной мантией спутника. Лава внутри разлома постоянно перемешивается из-за того, что летучие вещества, растворенные в ней, пытаются подняться вверх, увлекая за собой поток расплавленного камня. Из-за этого тонкая корка застывшего вещества, покрывающая поверхность озера, время от времени трескается и ломается, порождая всплески и выбросы лавы. Некоторые из них могут превышать в высоту 300 километров, отправляя застывшие частицы серы и камня прямиком в космос. Постепенно теряя скорость под действием гравитации, вулканические осадки рассеиваются над поверхностью спутника, после чего плавно опускаются вниз. Так формируется гигантское кольцо, хорошо заметное из космоса. Многие вулканы Ио имеют подобное образование, однако кольцо Пеле является крупнейшим из них. Именно активный вулканизм является главной причиной формирования особой, уникальной атмосферы Ио. Согласно имеющимся данным, газовая оболочка спутника очень разрежена и в основном состоит из диоксида серы. При этом ее плотность очень сильно меняется в зависимости от региона. Например, в вулканических шлейфах давление газа в 25 миллионов раз ниже, чем на Земле. В то же время, вдали от извержения атмосферное давление на дневной стороне небесного тела в среднем в миллиард раз меньше привычного нам значения. А ночное полушарие спутника находится практически в полном вакууме. Плотность атмосферы там в триллионы раз ниже земной. Также, несмотря на экстремальную разреженность атмосферы и отсутствие собственного магнитного поля, на Ио замечены полярные сияния. Заряженные космические частицы, разгоняясь в магнитосфере Юпитера, бомбардируют близкий спутник, вызывая разноцветное свечение его атмосферы. При этом полярные сияния Ио, в отличие от земных, чаще всего возникают на экваторе, так как именно там летящим по касательной траектории частицам приходится преодолевать самый толстый слой атмосферы. Между тем, наше путешествие по просторам Ио продолжится в северо-западном направлении. Преодолев границы осадочного кольца Пеле, мы вскоре увидим обширный горный массив Баасавла. Его общий диаметр составляет порядка 540 километров. А среди прочих вершин особо выделяется гигантский пик, получивший название Южная Баасавла. Имея размер у основания 145 на 159 километров, эта гора возвышается над средним уровнем спутника более чем на 18 километров, что вдвое выше земного Эвереста. Общая же площадь всей возвышенности составляет почти 18 тысяч квадратных километров, что сравнимо с размером небольшой европейской страны, например, Черногории или Словении. Внешний вид и строение данной формы рельефа позволяют предположить, что она возникла в результате грандиозного тектонического катаклизма. Вероятно, в далеком прошлом фрагмент формирующейся литосферы спутника наклонился и частично погрузился в мантию, в то время как один его край так и остался навеки приподнятым над поверхностью.
В результате этого юго-восточный склон горы представляет собой крутой обрыв высотой порядка 15 километров, что делает его одним из наиболее высоких уступов во всей Солнечной системе. На Земле подобные образования невозможны из-за более высокой гравитации, а на других планетах и спутниках из-за низкой тектонической активности. По этой причине Южная Баасавла может считаться по-настоящему уникальной вершиной Солнечной системы. Если мы продолжим движение в северо-западном направлении, то вскоре достигнем гигантской пропасти, носящей название Патера Локи. Данное образование является крупнейшей вулканической впадиной Ио, диаметр которой достигает порядка 250 километров. Таким образом, общая площадь этого грандиозного провала превышает 50 тысяч квадратных километров, что примерно в 1,5 раза больше, чем у Байкала, одного из самых величественных озер нашей планеты. Однако, в отличие от земных водоемов, данный разлом заполнен не водой, а горячей сернисто-силикатной лавой. Глубоко в недрах, в нескольких десятках километров от поверхности, это лавовое озеро имеет прямую связь с мантией, которая служит для него неисчерпаемым источником расплавленного вещества. В спокойном состоянии температура поверхности Патеры колеблется от 270 до 313 кельвинов, что соответствует диапазону от -3 до +57 градусов Цельсия. Столь невысокое значение является следствием того, что верхние слои лавы охлаждаются, контактируя с разреженной атмосферой Ио. Как следствие, они постепенно застывают, формируя медленно растущую твердую корку, масса которой достигает критического значения в течение 400-600 дней. После этого она трескается под собственным весом и тонет, вызывая волны затопления, захлестывающие поверхность озера со скоростью порядка 1 километра в день. Постепенно лавовое озеро успокаивается и вновь начинает покрываться медленно застывающим твердым слоем до следующего цикла затопления. В силу практически полного отсутствия на поверхности Ио воды и углекислого газа, необходимых для поддержания жизни в привычном для нас понимании, данное небесное тело считается неблагоприятным для биогенеза. Однако условия на поверхности Патеры Локи и других лавовых озер гипотетически могут быть пригодны для зарождения необычной жизни, устойчивой к высоким температурам и получающей энергию из химических реакций с участием серы или железа. Подобные создания обитают и на Земле, в основном в жерлах подводных вулканов или изолированных океанических пещерах. Тем не менее, из-за тектонической активности Ио и экстремальных перепадов температур на его поверхности, вероятность этого явления довольно мала. Между тем, можно заметить, что хотя возвышенности и вулканы являются наиболее примечательными формами рельефа Ио, они занимают сравнительно небольшую площадь. Тектонически активные участки поверхности разделяются обширными областями относительно ровного пространства, покрытого толстым слоем сернистых осадков. При взгляде из космоса подобные регионы выделяются более светлой окраской, а крупнейшие из них простираются на тысячи километров. Например, если отправиться на запад от Патеры Локи, минуя множество некрупных вулканов и лавовых потоков, мы вскоре достигнем области, называемой Мидией. Она представляет собой светлое относительно гладкое пространство неправильной формы, окруженное горами и крупными патерами. Ее диаметр по разным оценкам составляет порядка 2600 километров, а площадь соответствует примерно 12,6% всей поверхности спутника. Большая часть данного региона однородная и гладкая,
Однако в некоторых местах равнину разрезают лавовые потоки, связанные с прилегающими вулканами. Предполагается, что литосфера под областью Мидии имеет повышенную толщину, образуя подобие земных континентов, из-за чего столь крупный участок поверхности сохраняет целостность в течение очень долгого времени. Согласно другой гипотезе, верхние слои мантии спутника расплавлены фрагментарно, и под тектонически неактивными равнинами отсутствует жидкая магма. Наблюдения показывают, что в отличие от вулканических регионов, равнины Ио отличаются холодным климатом. Так, температура области Мидии незначительно отличается от среднего значения по всему спутнику и составляет всего лишь 110 кельвинов, или минус 163 градуса Цельсия, то есть на сотни градусов холоднее, чем в большинстве вулканических паттер. При такой температуре диоксид серы из атмосферных выбросов оседает инеем на поверхность спутника, формируя ровный и плавный рельеф, раскрашенный в сотни оттенков желтого, красного и черного цвета. Как бы то ни было, будущие исследования наверняка принесут нам еще много данных об этом регионе. Преодолев плавные изгибы серных холмов Мидии в направлении северо-запада, мы обнаружим еще один крупный провал, известный под названием Амирани. Как и большинство других вулканов спутника, он представляет собой пролом в коре небесного тела, заполненный лавой. Его диаметр в самом широком месте достигает всего 37 километров, однако при взгляде из космоса этот вулкан почти не уступает в заметности крупнейшим объектам поверхности Ио. Дело в том, что Амирани окружен несколькими гигантскими потоками застывшей лавы, которые ярко выделяются своим темным цветом на фоне прилегающих светлых равнин. Крупнейший из них отходит на север и простирается более чем на 300 километров, причем его ширина достигает 60 километров. Таким образом, данная форма рельефа является самым большим в Солнечной системе активным лавовым потоком. Второе по размерам течение простирается в западном направлении на расстояние порядка 250 километров. Ранее оно считалось отдельным образованием, но после получения детальных снимков поверхности стало ясно, что данный объект также является частью Амирани. Кроме того, к востоку от главной паттеры отходит венец небольших темных потоков, по цвету которых можно предположить, что они состоят из расплавленных и застывших впоследствии силикатов. Амирани имеет сложное внутреннее строение. Предполагается, что кроме основной активной области, под поверхностью спутника в этом регионе пролегают дополнительные магмовые трубки. Их периодические прорывы являются причиной извержений за пределами основного провала. Наблюдения в инфракрасном спектре показывают, что главная паттера раскалена примерно до 1900 кельвинов, или 1630 градусов Цельсия, а температура окружающих ее отдельных горячих точек достигает 1200 кельвинов, или 930 градусов Цельсия. Столь высокий показатель, по всей видимости, связан с тем, что непосредственно под вулканом находится восходящий магмовый поток, переносящий расплавленное вещество из нижних слоев мантии. Также имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Амирани, скорее всего, является очень молодым щитовым вулканом. Со временем извергаемая им лава сформирует обширный плоский щит диаметром в сотни километров, и вполне вероятно, что данный вулкан станет похож на марсианский Олимп. Трудно поспорить с тем фактом, что для своего относительно небольшого размера Ио проявляет крайне аномальную тектоническую деятельность. Ведь из-за невысокой массы он не обладает достаточными запасами радиоактивных веществ,
распад которых является источником внутреннего тепла для большинства планет. Считается, что причиной нестандартной активности данного небесного тела является приливное взаимодействие с Юпитером. В сочетании с орбитальным резонансом, удерживающим Ио на стабильной орбите, притяжение газового гиганта сильно разогревает недра спутника, а также деформирует его кору, что и становится причиной частых и мощных извержений. В сочетании с низкой гравитацией они становятся поистине впечатляющими. Гигантские выбросы достигают космического пространства, поддерживая вокруг небесного тела рассеянное облако частиц. Некоторые из них падают обратно на Ио, другие разгоняются магнитным полем Юпитера, бомбардируя его атмосферу. Прочие же оседают на иных спутниках газового гиганта или пополняют его кольца. И именно такие грандиозные выбросы постоянно происходят в регионе под названием Паттерет-Ваштар, что расположен в северной части Ио. Данный регион представляет собой участок ярко выраженной вулканической активности диаметром порядка 300 километров. Согласно имеющимся данным, на его территории расположено несколько вулканических паттер, предположительно связанных с единым подземным источником лавы. На протяжении 3 последних десятилетий здесь было зафиксировано несколько мощных и продолжительных извержений. Например, в 1999-2000 годах высота выбросов достигла 385 километров, а вулканические осадки накрыли участок поверхности радиусом более 700 километров. Кроме того, в ходе данного извержения гигантское количество серно-силикатной лавы выплеснулось из паттер и залило огромную прилегающую площадь. Несколько лет спустя, в 2006 году, в той же местности началось еще одно крупное извержение, которое продлилось 530 дней, став таким образом самым продолжительным катаклизмом за всю историю наблюдений Ио. В этот раз столб выбросов поднялся до 330 километров, отправив в космическое пространство тысячи тонн вещества. Очевидно, что Тваштар является очень активным регионом с точки зрения тектоники, а исследование его выбросов позволит получить множество данных о внутреннем составе и строении данного спутника. Не будет преувеличением сказать то, что Ио – это уникальное и очень интересное небесное тело, изучение которого все еще продолжается. В частности, 3 февраля 2024 года орбитальная станция Юнона пролетела на высоте 1500 километров над поверхностью спутника и передала на Землю множество фотографий высокого качества. На них видны гигантские разломы в коре небесного тела, а также вулканические шлейфы и потоки лавы. Предполагается, что подобные облеты в будущем помогут провести спектральный анализ атмосферы Ио, чтобы уточнить ее состав и параметры. Тем не менее, несмотря на интерес астрономов к данному небесному телу, в настоящий момент не планируется ни одной специализированной миссии по его исследованию. Проекты JUICE и Европа Клиппер сосредоточены на изучении Ганимеда, Европы и Каллиста из-за их потенциальной жизнепригодности. И хотя еще в начале века специалисты НАСА заявляли о разработке миссии под названием IVO, целью которой должны были стать вулканы Ио, все же по ряду причин она так и не была воплощена в жизни. Столь уникальные космические объекты, как Ио, появляются на свет благодаря невероятному сочетанию множества факторов.
Его величественные вулканы и грандиозные выбросы даже сегодня восхищают нас так же, как и в момент своего открытия. Возможность наблюдать и исследовать их поистине бесценна, ведь каждая крупица научного знания движет нашу цивилизацию вперед. Если даже в пределах Солнечной системы можно обнаружить столько удивительных загадок, то за ее границами на бескрайних просторах Млечного Пути нас наверняка ждет бесчетное множество поразительных открытий. И услышимся!